Привет, друзья! В правительстве Германии сегодня готовится масштабная налоговая реформа, которая напрямую затронет кошельки миллионов жителей страны. Из-за продолжающегося роста цен и инфляционного давления власти вынуждены срочно искать механизмы поддержки населения. Однако все ранее обещанное правительством Фридриха Мерца прямые социальные выплаты до сих пор застряли в кабинетах и пока не прошли утверждения в Палате федеральных земель Бундесрат. В условиях этого бюрократического, скажем так, тупика основная ставка делается на изменение налоговых ставок. Вчера, во вторник, 12 мая, на закрытом заседании правящей коалиции ХДС-ХСС и СДПГ министр финансов Ларс Клинвальд представил новые расчеты по подоходному налогу. Чиновники планируют запустить реформу с 1 января 2027 года, обещая постепенно снижать фискальную нагрузку на людей с низкими и средними заработками. Но здесь, друзья, кроется серьезная экономическая проблема. Министр открыто признает, что облегчить жизнь малообеспеченным гражданам получится только в том случае, если более обеспеченные слои населения начнут платить в казну больше. Давайте разберем, кто окажется в выигрыше, а кому придется платить больше. Сразу оговорюсь, единого и окончательного утверждения законопроекта у Минфина пока нет, а на столе коалиции сейчас лежат два альтернативных сценария. Первый вариант подготовил авторитетный экономический эксперт Штефан Бах, чья позиция близка, напомню, к социал-демократам из СДПГ. Второй план продвигают депутаты Яник Бури и Флориан Дорн, представляющие уже консервативный блок ХДС-ХСС. Эти проекты наглядно показывают серьезное разногласие внутри самой правящей коалиции. По данным авторитетного издания «Шпигель», единственная точка соприкосновения в обоих этих планах – это намерение поднять базовую необлагаемую налогом сумму. Действующую планку, которая, напомню, сейчас составляет около 12 400 евро в год, хотят увеличить сразу до 13 400 евро. На этом все компромиссы, как вы понимаете, заканчиваются и начинаются жесткие споры. Если детально вчитаться в цифры немецкого института экономических исследований, то в социал-демократическом проекте фискальное бремя растет медленнее, чем предполагают консерваторы. Однако именно здесь скрыта главная налоговая ловушка для обеспеченного среднего класса. При годовом окладе от 90 тысяч евро ставка фискальных изъятий может подняться уже до 49%. Это сразу на 2% выше, напомню, действующей сегодня ФРГ планки. Логика аналитиков проста. Состоятельные граждане должны отдавать государству больше, чтобы за этот счет малоимущие и средние слои населения получили неплохое послабление. Консервативный блок же ХДС-ХСС предлагает диаметрально противоположный подход. В их сценарии фискальный пресс, наоборот, ослабевает по сравнению с текущим законодательством. Достичь действующей максимальной ставки налога для состоятельных граждан в 45% человек сможет только тогда, когда его личный годовой доход превысит планку в 125 тысяч евро. При таком раскладе в серьезном финансовом выигрыше оказываются как малообеспеченные работники, так и действительно владельцы крупного капитала. Основная загвоздка заключается и в том, что обе эти реформы пробьют гигантскую многомиллиардную брешь в казне. При этом консервативный план депутатов ХДС-ХСС обойдется бюджету еще дороже, чем расчеты экономистов. Члены правящей коалиции жестко сегодня спорят о путях компенсации этих потерь. Социал-демократы требуют ввести прогрессивный налог на наследство, но правое крыло относится к этой идее с глубоким недоверием. Сам же канцлер Фридрих Мерц и премьер Баварии Маркус Зёдер на недавних закрытых слушаниях не исключили введение повышенных ставок для сверхбогатых. Мерц требует сегодня полностью ликвидировать застарелый налог солидарности для крупного бизнеса, а вот Зёдер и вовсе заявляет, что поднимать планку можно исключительно для лиц с доходами даже от 300 тысяч евро в год.
При этом глава правительства категорически запретил затрагивать корпоративный сектор. Позиция Фридриха Мерца остается жесткой, так как фискальное давление на частные немецкие фабрики и заводы расти не должно. В итоге, перед Минфином сегодня стоит крайне сложная задача. Министру Клинболю нужно одновременно снизить платежи для 95% наемных работников, сэкономив им по несколько сотен евро в год, и одновременно попытаться закрыть именно тот дефицит бюджета ФРГ без жесткого конфликта с крупным бизнесом. Но вы знаете, друзья, есть еще одна тема, которая сегодня беспокоит бизнес в Германии. Немецкие фирмы без конца жалуются, что им не хватает толковых работников, но при этом сами закрывают места для стажеров и новичков. Это выглядит как серьезное противоречие, но ситуация гораздо опаснее, чем кажется на первый взгляд. Масштаб этой проблемы показало новое исследование крупного кадрового портала Stepstone. Выяснилось, что сейчас компании в Германии берут на работу на 45% меньше молодых специалистов, чем в прошлые 5 лет. При этом 73% руководителей заявляют, что никак не могут найти новые таланты. Руководители объясняют это кризисом, экономией денег и тем, что многие задачи теперь выполняет искусственный интеллект. Однако, друзья, за такой бережливостью скрывается огромная ловушка для будущего всей немецкой промышленности. Нейросети на предприятиях теперь и помогают, и начинают активно участвовать в рабочих процессах, а порой даже частично заменять людей. Именно поэтому бизнес сейчас вливает миллионы в компьютерные программы. Руководство компании хочет ускорить процессы и сократить расходы. Но при этом многие забывают одну простую вещь. Компьютер не способен полностью заменить живой человеческий опыт. Настоящая профессиональная компетентность рождается только тогда, когда молодой специалист самостоятельно решает реальные проблемы на производстве, а не нажимает кнопку на мониторе. Вся коварность системы искусственного интеллекта заключается еще в том, что компьютер выдает ответы, которые выглядят очень складно, но нередко содержат ошибки в критически важных деталях. В IT-индустрии такие компьютерные сбои официально называют галлюцинациями искусственного интеллекта. И вот здесь, друзья, возникает главный тупик. Чтобы вовремя заметить этот скрытый цифровой брак, менеджеру требуется многолетний практический стаж. Опытные мастера часто даже не задумываются, что обладают этим уникальным чутьем и ежедневно используют его на автомате. Но такие именно знания невозможно на самом деле получить из учебников или лекций. Профессиональная интуиция формируется только на заводах и в мастерских ФРГ, где новички сталкиваются с реальными производственными сбоями, получают замечания от своих старших наставников и работают бок о бок с ветеранами отрасли. Поэтому, закрывая двери перед молодежью ради сиюминутной, скажем так, экономии бюджета, немецкие концерны загоняют себя в двойную ловушку. Через несколько лет в Германии просто-напросто банально некому будет работать, а оставшиеся сотрудники не смогут даже проверить, правильно ли компьютер управляет станками или финансовыми потоками. Реальная угроза для будущего ФРГ также кроется вовсе не в популярном вопросе о том, какие именно рабочие места заберет себе робот. Главная проблема звучит совершенно иначе. Кто вообще сможет принимать ключевые решения и контролировать сам этот компьютер? Директора немецких фабрик полагают, что они просто сокращают текущие расходы на персонал. Но на самом же деле они разрушают преемственность поколений и лишают страну квалифицированных специалистов. Технологический прорыв постепенно превращается в кризис обучения, где за экономию сегодня придется все-таки расплачиваться серьезной потерей контроля над качеством завтра. И вот здесь мы с вами должны рассмотреть еще один важный вопрос о масштабной перестройке пенсионной уже системы Германии, которая затронет миллионы кошельков уже в ближайшее время. Федеральное правительство Фридриха Мерца готовит целый пакет жестких законопроектов, и один из них может обернуться серьезными последствиями для пожилых людей.
Власти всерьез рассматривают инициативу, согласно которой каждый второй работник ФРГ рискует оставаться на рабочем месте даже после достижения 67 лет. Автором этой идеи стал известный экономист Йенс Зюдикум, занимающий пост личного советника министра финансов. Он предложил радикально изменить правила. Возраст выхода на пенсию должен напрямую зависеть исключительно от количества лет, в течение которых человек отчислял страховые взносы. На первый взгляд формула Зюдикума выглядит справедливо, то есть чем дольше ты трудишься на благо государства, тем раньше получаешь право на заслуженный отдых. Однако эксперты немецкого института экономических исследований провели глубокий технический анализ этой инициативы и выступили с критикой. Аналитики предупреждают, что за кажущейся простотой скрываются серьезные социальные проблемы. Основной тупик заключается в том, какие именно жизненные периоды чиновники согласятся включить в пенсионный стаж. Реальная жизнь обычного человека в Германии редко бывает, скажем так, идеальной и непрерывной. У миллионов граждан трудовой путь неоднократно прерывается из-за тяжелых болезней, вынужденного получения пособий по безработице, декретных отпусков или необходимости годами ухаживать за тяжелобольными родственниками на дому. Влиятельная социальная ассоциация Германии также выразила глубокий скептицизм по поводу этой реформы. Председатель правления ассоциации Михаэла Энкельмайер открыто заявила, что жесткая такая привязка выплат к непрерывному стажу может ударить по самым незащищенным слоям населения. Позиция правозащитников остается жесткой, и все эти многолетние дебаты в Бундестаге, по их мнению, слишком оторваны от реальности. Глава ассоциации выражает серьезные сомнения и в том, что министерские чиновники способны создать закон, который бы действительно учитывал реально жизненные ситуации людей. Напротив, если Берлин утвердит предложенную формулу, то накопленное за годы социальное неравенство может лишь усилиться, превращая старость миллионов граждан в тяжелое финансовое давление. Под самый жесткий удар здесь попадут те категории населения, которые и сегодня балансируют на грани бедности. В первую очередь это касается женщин, прерывавших стаж ради воспитания детей, работников с минимальными окладами и людей с хроническими заболеваниями. Ведомства обязаны учитывать, что декрет или уход за тяжелобольными родственниками – это полноценная социально важная работа. Люди не должны расплачиваться за выполнение своего семейного долга фактическим продлением трудовой активности до глубокой старости. Вместо спорных экспериментов со стажем правозащитники из ассоциации требуют укрепить солидарную пенсионную систему, то есть стране, по их мнению, необходима более устойчивая государственная гарантия и надежный механизм защиты от бедности в пожилом возрасте. А масштаб проблем виден уже по сухим отчетам статистического портала Statista. Сотни тысяч пожилых граждан в Германии физически не могут сегодня прожить на свои пенсии и вынуждены оформлять базовое социальное обеспечение по старости. Глубокий страх перед бедностью и старостью сильно влияет на немецкое общество. Крупнейший опрос общественного мнения, проведенный авторитетным институтом YouGov по заказу благотворительной организации Lichtblick, показал, что большая часть населения Германии опасается остаться без средств к существованию. И лишь одна привилегированная группа, государственные чиновники с защищенными окладами, смотрят в будущее спокойнее. Самое тревожное сегодня, что этот план Минфина уже получил поддержку на самом высоком уровне. Несколько недель назад федеральный канцлер Фридрих Мерц в интервью журналу Шпигель открыто заявил, что поддерживает идею более жесткой привязки пенсионного возраста к трудовому стажу. Для обычных работников сегодня это означает только одно. Если за свою жизнь вы часто меняли место работы или, например, долго находились на больничных, государство может вынудить вас работать еще дольше. Канцлер открыто сегодня заявляет, что сама по себе фиксированная цифра возраста в паспорте не имеет для него решающего значения. Намного важнее для государственной казны другой показатель. Именно сколько конкретно лет гражданин фактически отработал на предприятии и перечислял взносы в пенсионный фонд.
Глава правительства в целом разделяет позицию министра труда Бербильбас, которая также продвигает тезис о том, что решающую роль в социальной системе должны играть не год рождения человека, а именно его суммарный стаж уплаты взносов. Однако сухие математические расчеты немецкого института экономических исследований серьезно ставят под сомнение эти министерские ожидания. Аналитики взяли для примера действующий сегодня в Германии стандартный порог, напомню, в 45 лет непрерывного трудового стажа. Выяснилось, что в реальности накопить такое количество рабочих лет к моменту выхода на пенсию успевает лишь около 4 из 10 немцев. Большая часть населения страны просто-напросто не укладывается в эти жесткие рамки. Если же проект Зюдикума и Мерца будет официально утвержден Бундестагом, то автоматическое повышение пенсионного возраста затронет две крупные социальные группы. В первую очередь пострадают выпускники тех же самых университетов и институтов, потому что из-за длительного процесса обучения и получения высшего образования они выходят на рынок труда соответственно позже, а значит их пенсионный стаж формируется с существенным, скажем так, сдвигом. Вторую группу риска составляют люди с нестабильной занятостью. Сюда по умолчанию попадают миллионы немецких женщин, вынужденных ставить карьеру на паузу ради воспитания детей, а также все те граждане ФРГ, кто в условиях текущего экономического давления сегодня столкнулся с длительными периодами безработицы. Для них новая реформа фактически означает существенно такое себе отдаление момента выхода на пенсию и более длительный период трудовой активности. В юридической системе ФРГ привычное понятие «годы работы» или «время отчислений» имеют более узкое и строго определенное значение. Согласно книге 6 Социального кодекса, чиновники оперируют юридическим термином «период ожидания». Это такой минимально установленный законом срок страхования, без выполнения которого пенсионная касса может вам отказать в назначении выплат. Чтобы наглядно показать жесткость этого готовящегося закона, аналитики детально изучили данные поколения граждан, которые достигли пенсионного рубежа, например, к концу 2024 года. Это, скажем так, крупная группа численностью около 866 тысяч человек. Результаты компьютерного моделирования оказались тревожными. Если бы реформу Зюдикума запустили прямо сейчас, то накопить требуемые 45 лет смогли бы лишь 40,8% будущих пенсионеров. Это означает, что почти 60% пожилых жителей страны оказались бы перед жестким выбором. Либо продолжать длительный труд далеко за пределы 67 лет, либо соглашаться на досрочный уход на пенсию с пожизненными сокращениями выплат. Сильнее всего эта система ударит по материнскому стажу. Статистика также показывает серьезный гендерный разрыв. Если, например, среди мужчин заветную планку в 45 лет страховых отчислений достигают 46,6% работников, то среди женщин этот показатель падает до 35,7%. Но самый низкий результат зафиксирован среди многодетных матерей, воспитавших 3 детей. В этой категории выполнить требования Минфина способны всего лишь 30,7% женщин. Именно в такой конфигурации система фактически снижает пенсионные гарантии для матерей, чья трудовая биография включает длительные периоды ухода за детьми. Особенно наглядно этот системный перекос виден на примере людей, которые провели на студенческой скамье более 12 месяцев. Из-за позднего старта карьеры и необходимости тратить годы на получение образования, необходимый стаж уплаты взносов смогли бы накопить всего лишь 16,4% выпускников вузов. Это один из самых низких показателей среди всех исследований демографических групп ФРГ. То есть государство фактически создает такую ситуацию, при которой молодые инженеры, врачи и ученые сталкиваются с повышенными требованиями к пенсионному стажу из-за инвестиций времени в обучение. Аналитики немецкого института экономических исследований подчеркивают, что инициатива Зюдикума в корне меняет саму философию, на которой исторически базируется солидарная система ФРГ.
Сегодня в стране действует принцип эквивалентности. Его суть проста. Размер будущей пенсии строго зависит от объема взносов, которые человек перечислил в систему за всю трудовую жизнь. То есть касса учитывает накопленные пенсионные баллы. Если же Бундестаг внедрит дополнительный параллельный, скажем так, критерий в виде обязательного количества лет, может возникнуть серьезная система перекосов. Двое граждан Германии, которые за свою жизнь перечислили в систему одинаковую сумму в евро, окажутся в неравных условиях. Простой вам пример. Высококвалифицированный специалист с высоким окладом может накопить нужную сумму взносов за 30 лет интенсивной работы, но при этом будет вынужден продолжать трудовую деятельность из-за недостаточного стажа. В то же время человек с низким доходом, растянутым на 45 лет, получит право уйти на пенсию раньше. В такой конфигурации система по-разному оценивает квалифицированный труд и длительность стажа, что и вызывает острые дискуссии о справедливости пенсионной модели. А сейчас, друзья, думаю, пришло время перейти к острой социальной повестке, где официальная статистика миграционных ведомств спровоцировала громкие политические обсуждения. Свежие аналитические отчеты о миграционных потоках подлили, скажем так, масло в огонь затянувшейся дискуссии о будущем гражданского пособия и устойчивости немецкой социальной модели. Глубокий раскол наметился и в экспертной среде. Когда на прошлой неделе федеральный министр труда Берпель Бас прямо с трибуны Бундестага, напомню, заявила, что в немецкую систему социального обеспечения никто целенаправленно не эмигрирует, резкое политическое столкновение стало фактически неизбежным. Представители ХДС немедленно обвинили политика из социал-демократической партии Германии СДПГ в отрыве от реальности и искажении фактов. Однако детальный анализ реальных цифр показывает, что ситуация гораздо сложнее, чем в политических заявлениях. Первичный прием переселенцев действительно обходится казначейству в крупные суммы. Это так. Но в долгосрочной перспективе эти расходы могут частично компенсироваться и стабилизировать пенсионные кассы, если ведомство обеспечит успешный выход этих мигрантов на рынок труда. Именно вокруг эффективности этого механизма сейчас и разгораются споры во Франкфурте и Берлине. Основным маркером в этом споре выступает масштабный пласт данных по беженцам, массово прибывшим в ФРГ во время кризиса 2015 года. Профильный институт исследований рынка труда и профессий ИАБ ведет непрерывный мониторинг этой группы, и его выводы звучат для части того политического спектра, то есть процесс легального трудоустройства продвигается медленнее, чем ожидалось. Сразу после пересечения границы работу не нашел фактически никто. Людям требовались годы, чтобы с нуля освоить сложный язык, дождаться официального статуса беженца и пройти длительные бюрократические процедуры по признанию иностранных дипломов. Статистика ИАБ показывает, что к 5-летнему рубежу интеграции занятость достигла лишь около 50% прибывших. До уровня примерно в 68% система вышла только спустя 8 лет постепенного роста и существенных бюджетных затрат. Профессор Герберт Брюкен называет эти показатели успехом, однако для немецких налогоплательщиков этот результат сопровождается немалыми государственными расходами. Большинство интегрировавшихся переселенцев сегодня заняты в низкоквалифицированных секторах. Это складская логистика, конвейерное производство, гостинично-ресторанный бизнес, службы амбулаторного ухода и простые рабочие специальности. Сферы, годами испытывавшие кадровый голод, действительно получили определенную подпитку. Однако именно в этой точке и заложена ключевая нагрузка на государственные кассы социального страхования. 8 лет ожидания, пока человек выйдет на самоокупаемость. Это серьезный срок для напряженного бюджета. За этот период государство несет большие расходы, прежде чем получает первые устойчивые отчисления в пенсионные и медицинские фонды. Стране приходится годами финансировать базовые гражданские пособия, покрывать аренду жилья, оплачивать языковые курсы, субсидировать медицинские страховки и содержать разветвленный аппарат ведомств.
При этом на начальном этапе налоговое поступление с этих людей либо отсутствует, либо остаются минимальными. Официальная статистика сегодня показывает масштаб дисбаланса, который часто остается за рамками политических заявлений. Доля безработных среди иностранного населения ФРГ сегодня достигает около 15%. Для сравнения, среди граждан Германии этот показатель составляет примерно 4%. Именно вот такой разрыв имеет серьезное значение, поскольку вся модель социального обеспечения напрямую зависит от стабильной занятости налогоплательщиков. Наиболее наглядно этот перекос виден на примере распределения средств в системе Бюргергельд. На сегодняшний день на полном обеспечении у государства находится около 5,5 миллионов человек. И примерно половина из получателей пособий – это лица, не имеющие немецкого гражданства. При этом крупнейшими группами среди иностранных получателей по официальным данным остаются граждане Украины, Сирии и Афганистана. Разумеется, рассматривать всю миграцию исключительно в негативном ключе было бы серьезной аналитической ошибкой с нашей с вами стороны. Германия сегодня объективно нуждается в притоке рабочей силы сильнее, чем когда-либо в своей послевоенной истории. Немецкие дома престарелых, клиники, службы доставки, рестораны, сети и строительные компании давно столкнулись бы с дефицитом персонала без привлечения именно иностранных сотрудников. Поэтому реальный спор в экспертных кругах ведется не о том, пускать ли людей в страну. Главный вопрос сегодня звучит более прагматично. Какая именно модель миграции оказывается устойчивой для немецкой социальной системы, а какая, наоборот, создает для нее долгосрочную нагрузку? Профессиональные экономисты ведут по этому поводу ожесточенные дискуссии, и одну из наиболее критических оценок текущей политики Берлина дает профессор Франкфуртского университета Бернд Рафельхюшен. Его доклад вызвал широкий резонанс, поскольку ученый оценил совокупный долгосрочный эффект для бюджета Германии от нынешних миграционной политики в несколько триллионов евро. Ключевой тезис Рафельхюшена основан на расчете, который экономисты называют балансом поколений. Германия принимает людей, которые в первые годы довольно-таки существенно зависят от социальной системы, но при этом из-за разного, скажем так, уровня квалификации и длительной адаптации формирует ограниченный вклад в налоговую базу. Ученый делает вывод, что даже крупные миграционные потоки сами по себе не решают проблему старения населения и давления на пенсионную систему, если процесс интеграции занимает много лет и сопровождается низкой занятостью. В такой модели нагрузка на социальные бюджеты может оставаться высокой, а эффект от миграции распределяется неравномерно между разными группами населения. Разумеется, в академической среде ФРГ у Рафельхюшена есть и авторитетные оппоненты. Правительственный экономический советник профессор Мартин Вердинг из Рурского университета в Бохуме в своих макроэкономических моделях приходит к более оптимистичным выводам. По его расчетам, приток иностранной рабочей силы дает сегодня долгосрочный импульс экономическому росту. Вердинг указывает на различные подходы. Рафельхюшен рассматривает людей прежде всего через фискальную нагрузку, тогда как и в его моделях учитывается и вклад в потребительский рынок. Новоприбывшие граждане потребляют товары, арендуют жилье, открывают малый бизнес и закрывают те вакансии, которые немецкие соискатели часто не заполняют. Тем не менее, даже эксперты института ЕАБ вынуждены признавать, фискальный эффект проявляется с существенным временным лагом. Потенциальные долгосрочные выгоды формируются постепенно, тогда как первоначальные расходы ложатся на бюджет уже сразу. С этой реальностью сегодня сталкиваются немецкие коммуны и города. На местах фиксируется сильная нагрузка на инфраструктуру, например, переполненные школы, рост стоимости аренды, очереди в центрах занятости джоб-центр и увеличение нагрузки на муниципальные бюджеты, связанные с социальными выплатами. Часть политиков из социал-демократической партии СДПГ и зеленых продолжают утверждать, что миграция не связана с ростом нагрузки на социальные системы. Однако эта позиция вызывает широкие дискуссии в регионах. Главная проблема немецкой миграционной политики заключается в различии подходов к отбору квалифицированных специалистов.
В странах с бальной системой отбора, таких, например, как Канада, Великобритания или Австралия, действует более строгая система критериев. В ФРГ же немалая часть потоков приходится на гуманитарные категории, что требует длительной интеграции и языковой адаптации. В результате финансовый баланс системы зависит от скорости и включения в рынок труда. И это, друзья, еще не все. Дальше предлагаю вам рассмотреть социальную реальность, которая становится все более существенной для многих немецких домохозяйств. Огромному поколению послевоенной рождаемости ФРГ грозит беспрецедентное снижение уровня жизни. Согласно расчетам авторитетного института Пестеля, подготовленным по заказу строительного профсоюза и ГБАУ, около 5,1 миллиона будущих пенсионеров, которые выйдут на заслуженный отдых до 2036 года, будут получать от государства менее 800 евро в месяц. Вдумайтесь в эту цифру. В зоне низких доходов окажутся почти 40% представителей этого поколения. В условиях постоянного роста стоимости аренды и коммунальных услуг после обязательных расходов на жилье у пожилых людей зачастую не остается средств на базовые потребности. Глава отраслевого союза Роберт Файгер открыто увязал уровень пенсионного обеспечения с дефицитом доступного жилья. По информации аналитического издания Welt, он заявил, что низкие выплаты усиливают зависимость пожилых людей от социальных ведомств, а вот высокая арендная нагрузка повышает риск бедности среди пенсионеров. В Германии официально фиксируют новое явление – это жилищная бедность. Это ситуация, при которой часть дохода уходит именно на оплату жилья. Эпицентром этой проблемы становится крупнейшая федеральная земля Северной Рейн-Вестфалия. Здесь в ближайшие годы число пенсионеров с высоким риском бедности может превысить 1 миллион человек. Сводные отчеты исследователей показывают, что социальное напряжение в этой сфере растет. На текущий момент более 760 тысяч пожилых граждан Германии не могут самостоятельно обеспечить себя без базовой государственной поддержки. Их доля среди пенсионеров достигла около 4,3%, увеличившись примерно на 70% за последние 15 лет. Немецкое пенсионное страхование отмечает, что ориентиром для получения этой помощи является доход ниже 1101 евро в месяц. При этом проводится все-таки комплексная проверка, учитываются сбережения, имущество, доходы от капитала и в отдельных случаях финансовое положение членов семьи, что делает процедуру оформления социальной поддержки достаточно сложной. Чтобы остановить это, скажем так, сползание миллионов граждан в зону бедности, профсоюзный лидер предлагает радикальные изменения и пересмотр солидарной пенсионной системы. Роберт Файгер требует ввести механизм более сильного перераспределения пенсий, то есть ускорять рост минимальных выплат и ограничивать чрезмерно высокие пенсии бывших топ-менеджеров и отдельных категорий чиновников. Кроме того, глава отраслевого союза настаивает на расширении источников финансирования. По его замыслу, пенсионный фонд Германии должен частично пополняться за счет государственных доходов от инвестиций в ценные бумаги и коммерческую недвижимость. Файгер подчеркивает, что базовые выплаты должны обеспечивать достойный уровень жизни, и пожилые люди не должны оказываться в бедности из-за высокой стоимости аренды жилья. Поэтому, друзья, важно понимать, что в Германии условия постепенно меняются для всех. Государство не гарантирует автоматическую защиту ваших доходов в прежнем объеме. На фоне изменений налоговой системы, пересмотра пенсионных правил и роста стоимости жилья возрастает и необходимость самостоятельного финансового планирования и внимательного отношения к новым законодательным нормам. Спасибо за просмотр.